Доброго дня, добрые люди! Сегодня я хочу с вами обсудить выкройки из коллекции на июль 2022 года на сайте Шкатулка. Мы все, наверное, с вами знаем такой источник выкроек. Я сама на них подписана ВКонтакте еще с 2000 лохматого года. Вообще я не сторонник электронных выкроек, мне удобнее работать с бумажными выкройками, я люблю журналы смотреть и потом использовать эти выкройки. Но мимо этой коллекции я пройти не смогла, по крайней мере равнодушной меня она не оставила, и поэтому я хочу обсудить эти модели вместе с вами. И к тому же там есть все, что нужно на лето. И коллекция составлена так, что можно очень удачно сочетать одно с другим. И первое, с чего бы я хотела начать, это сразу вишенка на торте, сразу самое сладкое, это платье. Это платье очень нежное, женственное. В нем, мне кажется, если в нем ходить, то сразу поднимется настроение и будешь порхать весь день. Всего две точки сложности у этого платья. Платье с моими любимыми рельефными швами, с помощью которых легче его подогнать под себя, посадить правильно. Завязки вместо бретелей, оголяющий плечо рукав, оборка по низу и молния по спинке. Эта выкройка достаточно вариабельна, то есть по одной этой выкройке можно сшить, как я насчитала, 3 абсолютно отличных друг от друга платья. Первое платье — это платье с завязками, без рукавов и оборки по низу и с разрезом по одному из рельефных швов спереди. Второе платье — платье со спущенными рукавами и оборкой по низу, без завязок. И, собственно, платье, которое нам предлагает Шкатулка. Меня лично манит идея платья с бретелями и разрезом, без вот этих оборочек, без зефира, так сказать. Так, из чего можно сшить такое платье? Можно сшить из любых натуральных тканей. Вообще это платье, наверное, выдержит любую ткань, любую платиновую ткань. Но я бы все-таки, наверное, шила больше из натуральной ткани, потому что летом все-таки не все полиэстеры лето выдерживает. Нужно либо очень хороший, либо смесь. Смесь хлопка с полиэстером, мне кажется, отлично ляжет вот в эту выкройку. А если там будет еще и эластан, будет вообще не сковывать движений. Но, впрочем-то, и без эластана, если делать достаточно свободным, достаточно, но не слишком свободным, то это платье отлично послужит и выполнит свою работу летом. Дальше топ. Топ сзади на пуговицах. 3 точки сложности тут нарисовались именно из-за этих пуговичек. Ну, в принципе, если хочется, можно от пуговичек отказаться и использовать молнию. Но все-таки пуговицы — это, конечно, шарм, изысканность, наличие вкуса. Это все пуговицы покажут. Но молния тоже ничем не обделит хозяйку такого топа. Это довольно ходовой силуэт. Сейчас мы много где видим подобные рукава, подобный вырез вот здесь по горловине. Так, у топа отрезной лиф, пышные рукава и утягивающая талию конструкция. Естественно, топ одним движением ножниц можно превратить в платье, то есть вырезать себе юбку, например, прямоугольник и пришить, продолжив линию пуговиц и на юбке тоже. Но и есть другая возможность, дальше мы о ней поговорим. А пока про ткани. Тут к этому топу подойдет более стабильная ткань, чтобы вот это вот все эти объемы держались и никуда не спадали. Например, лен или вискоза сюда не подойдут, потому что все это опадет, сомнется и, мне кажется, оно не будет так держаться, эффектно смотреться, если как, например, из хлопка это сшить. Здесь вот сшито из шитья, шитье тоже подойдет, хлопок с полиэстером, чистый хлопок. В общем-то, даже можно сшить, знаете, из чего? Из джинса. Из джинса такой топ я видела, тоже очень круто смотрится, очень классно можно этот топ реализовать и из джинса. Так, про лен и вискозу я сказала, что будут поникшие рукава и растеряется весь вау-эффект. И еще момент, у топа такой крой, что он собирает фигуру в форму и держит, не давая расплываться и куда-то утекать всем этим линиям. Поэтому по груди можно вставить чашечки и носить этот топ и без белья.
в жару-то очень удобный вариант. Так, что дальше у нас? Дальше у нас идет юбка. Эту юбку я, в общем-то, очень-очень хочу сшить. Вот такая вот миди длина, вот такая вот она простая. Просто она у нас, что тут идет? Юбка состоит из нескольких клиньев, в одном из швов соединения которых располагается разрез, и все это венчает поясок на пуговицах. Ну, в общем-то, очень достаточно такой простой крой, и любая ткань этой юбки подойдет без всяких условий. Просто берешь любую ткань и шьешь, в том числе и какие-то плотные ткани, джинсы, я не знаю, какие-то шерстяные ткани можно тоже использовать и носить их, и носить эту юбку с бомбером или с какими-то жакетами, пальто даже в холодное время года. Ну, а на лето лучше выбирать, конечно, что-то более прохладное. И вот он, тот самый вариант, про который я говорила, чтобы сделать платье из топа, это вот эта юбка. Я вот здесь, знаете, разглядывала это все достаточно пристально, и мне кажется, что эти две модели друг другу идеально подходят. То есть юбка скроена так, что она подходит по всем швам и выточкам. Можно просто либо же отрезное по талии сделать, отдельно юбочные лекала выкроить и лекала топа и сшивать отрезным по талии. Либо же можно взять части топа и прям сразу прикладывать лекала юбки дальше и выкраивать вот такую длинную деталь, чтобы не было разреза по талии. Не разреза, а шва по талии. Ну вот так вот, если посмотреть на технические рисунки, то все идеально совпадет. В принципе, можно, если оно там где-то отличается, можно это все исправить прям на ткани. Здесь также на юбке есть и средний шов, в который можно увести ряд пуговиц или молнию. По-моему, это прям идеальная пара. В принципе-то их можно вместе тут сочетать. Вот тут мы видим на картинках, как хорошо топ смотрится просто и с юбкой. Но можно из вот этих двух выкроек сделать и платье. Я, кстати, ну, очень сильно похожее платье нашла. Вот вы сейчас тут видите тоже вместе со мной на него смотрите. Зелененькое такое. Ну, еще хочу сказать про конструкцию юбки, что у нее достаточно высокая посадка, то есть не нужно достраивать ни топ снизу, ни юбку сверху, чтобы соединять эти две детали. Мне кажется, вот они прям, как я сказала, уже идеальная пара. Так, ну из чего шить эту юбку? Я уже говорила. С чем носить? Носить с любыми футболками. Вот с этим топом носить можно. С футболками, которые подходят по цвету, естественно. С худи, с бомберами. В общем, с кардиганами. Тут это такая универсальная юбка, что ее можно использовать в любых вариантах на любое время года. Дальше у нас юбка идет еще одна. Это юбка на запах с воланом. Такая конструкция сейчас довольно часто встречается и в платьях. Вот я тут смотрю все эти мои подборки и в платьях, и в юбке, и даже на осень юбки есть в такой конструкции. В общем, такая ходовая сейчас модель. Так, из чего же можно ее шить? Да почти из всего. Наверное, только нужно учитывать, что волан будет отгибаться, и чтобы изнанка не прям уж очень сильно отличалась от лицевой стороны, потому что волан, он подвижный, и немножко юбка раскрывается, поэтому чтобы изнанка, ну, знаете, гармонировала с лицом. А так из любой танцующей ткани можно эту юбку сшить и получать удовольствие в носке. Вот сейчас сказала про танцующую ткань и подумала, что вместо волана можно пришить бахрому. Можно же пришить по этому срезу внизу бахрому, и она будет очень так интересно облегать ноги, и все это. Кстати, можно шить еще и без волана совсем, и даже с двойным слоем воланов можно шить. Очень много вариаций с этой юбкой можно проделать. Так, следующая модель это топ на бретелях. Вернее, выкройка, по которой можно сшить как платье, так и топ. Этот самый на бретелях.
Что у нас с топом? Мягкие защипы по груди, тонкие бретели и, собственно, все. Вот и весь крой, приталенный силуэт слегка. Женственно, нежно и достаточно несложно. Всего 1,5 точки сложности. В общем-то, такие топы уже давно перешли в разряд базовых, поэтому, простите, поэтому такая выкройка тоже имеет место быть. Шить, в принципе, этот топ я бы, наверное, все-таки как по старинке сшила из чего-то блестящего, сатина, вернее, не блестящего, из каких-то отражающих поверхностей, из каких-то тканей с отражающими поверхностями, из таких, как сатин. Даже из хлопка не могу себе представить этот топ, но вот у меня вот в голове только такой вариант. Продвигаемся дальше и видим, что не только романтичность в этой коллекции присутствует, но и уже стиль casual. Это вот мы на этом примере можем рассмотреть рубашку с мягким спущенным плечом. И эту рубашку сразу будем рассматривать с вами с шортами. Они тут и сшиты вместе, да, и показаны вместе, и сфотографированы. В общем, сразу с вами две выкройки и рассмотрим. Кстати, мы с вами в Телеграме уже рассматривали подобные варианты, только там были рубашки с брюками, а вот этот вариант уже рубашка с шортами. Все-таки лето и хочется больше открытости, поэтому шорты в данном случае более уместны, чем брюки. Так, рубашка. У рубашки свободный крой, но при этом имеются нагрудные выточки. И очень интересный и удобный момент – это манжет на резинке. То есть в носке это достаточно удобно. Кстати, у меня вот тоже тут подобие резинки. Когда надо, подкатил, когда не нужно, опустил, и все. Не нужно как-то симметрично, аккуратно закатывать эти все манжеты. Просто и удобно. Как я раньше до этого не додумалась, чтобы вот так шить рубашку с резинками. Вот надо было подумать. Интересная идея. Ну и раз тут резинка по низу рукава, то можно и оставить такую оборку, знаете, можно тоже вот воспользоваться этим моментом, чтобы добавить какой-то свой элемент этой выкройки. Ну и у шорт тоже мягкая резинка по талии, боковые карманы с подкройным бочком. Функционально все, удобно. Надел, сшил, надел и пошел, да. Шить такой дуэт можно и нужно, как тут, из муслина. Очень красиво смотрится. Такой расслабленный и тем не менее за счет воротника собранный такой образ получается. Ну и из любой другой ткани, можно из льна. Сейчас вот такие льняные костюмы из рубашек и шорт очень даже популярны. Так что выкройка, прям бери и шей, ну прямо сейчас. Прямо сейчас нужно это сшить, чтобы остаток лета успеть пощеголять в актуальных обновках. Шьются эти модели несложно, у рубашки 2. У шорт всего 1 точка сложности, поэтому не составит труда сшить вот такую рубашку. И следующая выкройка. Следующая выкройка подойдет сдержанным, спокойным особам или там, где нужен простой, спокойный образ. Изюм изюмом, но как мы знаем, что мы чаще всего носим все-таки простые вещи, когда не нужно на какие-то праздники или не нужно как-то о себе сильно заявлять. Нужна какая-то базовая одежда, в которой можно просто быть простой. Хотя и акцент у этого платья есть. Вот мы с вами тут видим, что у этого платья акцент в виде широких рукавов с защипами по окату. В общем, не совсем простое платье. Аккуратная застежка по полочке, отрезное по линии талии, спущенное плечо, поясок. В общем, спокойное, я, наверное, это слово уже повторила 7-й раз, спокойное, молчаливое платье, которое отдает главную роль аксессуарам или принту. Вот можно по этой выкройке сшить какую-то ткань с кричащим ярким принтом, усмирить, так сказать, чтобы и принту было где место разгуляться, и тем не менее не сделать все это чересчур вычурным. Сшить можно это платье либо же здесь, как здесь, из шитья, либо же взять принтованный сатин. И он будет вот так, эти широкие рукава будут колыхаться. Ну, в общем, мне кажется, в этом платье станет больше загадки, если будет поверхность с отливом и какой-нибудь
принт, вот как вы здесь видите на картинке, платье от Farfetch, если я правильно это произношу. Вот оно мне очень понравилось. У него, конечно, немножко другая конструкция, но вырез. И я вот прям представляю вот эти пуговички сверху. Я просто взяла это платье как для образа, чтобы понимать, что может получиться дальше из этого платья. Спущенный рукав вот должен быть. И обязательно вот эти широкие рукава вот в таком принте. Очень, мне кажется, будет классно. Так, теперь я это все закрою. И дальше мы с вами обсудим. А знаете, я еще что не сказала? Я вот тут смотрю свои картинки, которые я подобрала. И я не сказала, что абсолютно идентичная рубашка есть у Esprit. У нее также и на манжетах, манжеты собраны вернее, также и рукава собраны вот так на манжет. Единственное, у них нету резинки по рукавам, он у них все-таки манжет застегивается на пуговицу. Ну а так один в один. И чуть-чуть спущенное плечо. Правда, Esprit пожалели, наверное, материала на карман. Ну, в общем, можно и отказаться от кармана, если хочется прям вот такую уже модель. Один в один. И по этой рубашке, естественно, можно сшить платье-рубашку. Сейчас они довольно актуальны, их носят на брюки. То есть как бы пальто, получается летнее пальто. Так, ну а насчет платья с широким рукавом мы с вами уже все обговорили. Да, я уже все сказала, тут мои картинки закончились. Единственное, что еще я не сказала, тут 2 точки сложности, но вы это и так видите на экране. Хорошо, дальше мы переходим к соли коллекции. Всю сладость мы с вами разобрали сначала, а теперь именно соль. Это вот когда наполнилась уже всей этой романтикой, всей этой женственностью и готова принимать решение. Такая вся соленая и вкусная. Это комбинезон, это выкройка комбинезона. Шикарного абсолютно комбинезона. Тут полный набор деталей. И нагрудные карманы с клапанами, и накладные карманы по бокам ниже талии, и навесные петли на рукавах, шлевки, пояс, отвороты, сзади фигурная кокетка и складка по спинке. Короче, ну прям полный фарш. И очень, кстати, удобный отложной воротник с лацканом. Все-таки отложной воротник на стойке был бы прям уж сильно тяжеловат для вот такой конструкции, для полного вот этого набора деталей. А так вот этот расслабленный воротник, он дает, знаете, как я это понимаю, он дает как бы облокотиться на спинку, точно. Это вот когда ты весь такой сдержанный, тут карманы, тут у тебя все закрыто, все застегнуто, тут пояском подвязался. А вот этот воротничок, такой отложной воротничок, он позволяет тебе чувствовать себя расслабленно вот в этом комбинезоне. То есть та самая легкость, которая нужна летом, она вот заключается в конструкции такого воротника. Я это так увидела. И вот тут девушка, прям видно, как ей удобно. Вот она надела этот поясок, и ее больше ничего не беспокоит. Она вот вся такая удобная. Естественно, этот костюм, ну, можно, даже и нужно, наверное, шить из денима. Вот вы сейчас видите на картинке, прям очень актуальная и длина шорт, и все, и длина рукава можно прям взять и сшить по этой выкройке себе джинсовый комбинезон с шортами. Ну или же из хлопка, из любых более таких стабильных тканей. Наверное, все-таки вискозный комбинезон я не представляю. Хлопок вот идеально подойдет. Сатиновый хлопок тоже хорошо будет. Не обязательно растяжимую ткань брать, эластан тут в принципе не нужен, довольно свободный этот комбинезон, поэтому можно брать чистый хлопок. Лен тоже хорошо будет смотреться в этих всех клапанах, в этих всех нагрудных карманах, отложной воротник, лен тоже хорошо ляжет. И еще я бы, наверное, поиграла с геометрией, какие-то геометрические принты, особенно полоска. Вот прям вот в этом костюме, мне кажется, полосатый комбинезон будет шикарно смотреться. Так, ну и все, наверное, я все сказала. Формодержащие ткани, да, геометрия. В общем, из этой июльской шкатулочной коллекции можно сшить гардероб и проходить остаток лета, сочетая между собой все эти вещи, все эти модели, получая разнообразные образы. Как вам?
Что скажете? Я буду ждать ваших комментариев. Давайте пообсуждаем. Я, как увидела, сразу решила вам рассказать про эти выкройки, поэтому жду от вас обратную связь. И увидимся в других моих выкройках. И увидимся в других моих видео. До новых встреч. Пока!